Кораблекрушение швейцарского парома «Королева Севера». Пароход «Королева Севера» был построенным немецкой компанией Веза и эксплуатируемым Феррис, который курсировал по 18-часовому маршруту вдоль побережья Британской Колумбии в Канаде между Порт-Харди и Принц Руперт, Британская Колумбия, маршрут также известный как внутренний проход. Корабль имел длину 125 метров. Он имел вместимость 700 пассажиров и 115 автомобилей. Судно было построено компанией Веза, Бремерхафен, Германия, в 1969 году и первоначально эксплуатировалась Стина Лайн как Стина Деника на маршруте между Гетеборгом, Швеция, и Фредериксхавном, Дания. Он был продан компанией Феррис за 13 875 миллионов канадских долларов. С учетом федеральных импортных пошлин, первоначальная стоимость корабля для паромов Британской Колумбии составила 17,5 миллиона долларов. После покупки Стина Деника у компании Стина Лайн в апреле 1974 года корабль был переименован в Королева Сурея тогдашним министром транспорта и коммуникаций Робертом Страчаном. Паром начал курсировать между заливом Хоршу в западном Ванкувере и Нанаймо в Ванкувере. Этот загруженный маршрут требовал 8 пересадок в день, и из-за его носовой конструкции было очевидно, что судно не подходит для этого маршрута, так как оно не может загружаться и разгружаться так быстро, как это необходимо. Корабль был выведен из эксплуатации в 1976 году и поставлен на прикол на верфи Феррис на острове Диас в Ванкувере, пока правительство обсуждало, что с ним делать. В мае 1980 года, после обширного переоборудования стоимостью 10 миллионов долларов для дальнемагистральных рейсов, северного обслуживания, каюты, больше ресторанов и грузовых отсеков, он был переименован в Королеву Севера. Он был назначен на маршрут внутреннего прохода между Порт-Харди на острове Ванкувер и Принц Руперт на северо-западе Британской Колумбии. Иногда он также обслуживал Белла-Белла, Скиди-Гейт, острова Королевы Шарлотты и несколько других небольших деревень на северо-западном побережье. Из-за изоляции некоторых из этих сообществ, где дороги были плохими или отсутствовали, он служил основным источником транспорта, забирая жителей и пациентов, а также доставляя еду, почту и припасы. В 1985 году он был отремонтирован и стал флагманом флота Феррис. После затопления Эстония в 1994 году компания Феррис установила второй комплект дверей с внутренней сваркой, чтобы предотвратить затопление носовой части в бурном море. В 2001 году на Ванкуверской верфи был проведен капитальный ремонт стоимостью 500 тысяч долларов, который включал редизайн и модернизацию пассажирских палуб. Однако из-за более старой однокорпусной конструкции корабль не был рассчитан на то, чтобы выдержать значительную пробоину корпуса или затопление более чем одного отсека переборки. Все новые паромы могут выдержать затопление как минимум 2 отсеков переборок, и из-за этого корабль планировалось заменить в период с 2009 по 2011 год. Паром «Королева Севера» затонул после того, как сел на мель на острове Гилл в проливе Райт, в 135 километрах к югу от Принца Руперта, Британская Колумбия. Он затонул в 0 часов 25 минут 22 марта 2006 года. В сообщениях новостей указывалось, что судно не смогло изменить запланированный курс и в момент столкновения находилось в 1 километре от того места, где оно должно было быть. Он направлялся в Порт-Харди. По словам спасателей, судно тонуло около часа, что дало пассажирам время эвакуироваться в спасательные шлюпки. Сообщения очевидцев подтвердили приблизительное время между аварией и затоплением, а также что корабль затонул кормой. Капитан корабля Колин Хентерн в момент аварии был на вахте и спал на своей койке. Второй помощник Кевин Хилтон был на перерыве, оставив 4-го помощника, Карла Лигерта, командовать. Квартирмейстер Карен Брикер пилотировала корабль. Местные метеосводки указывали на порывы ветра до 75 км в час, 47 миль в час, в районе Райт-Саунд. По словам Кевина Фалкона, министра транспорта Британской Колумбии, оборудование автопилота было сертифицировано Министерством транспорта Канады совсем недавно,
2 марта того же года. Большое количество небольших рыболовных и прогулочных судов из Хартли-Бей первыми прибыли на место происшествия, чтобы подобрать выживших. Объединенный спасательно-координационный центр «Виктория» поручил канадским кораблям береговой охраны, а также 2 вертолетам и 1 самолету и спасательной эскадрильи прибыть на место затопления. Первоначально сообщалось, что эвакуация корабля прошла гладко. Однако 24 марта появились сообщения о 2 членах экипажа, которые оказались в ловушке. Согласно официальному пресс-релизу BC Ferries, 99 из 101 пассажира и членов экипажа были благополучно эвакуированы с несколькими незначительными травмами, и многие из них нашли убежище в близлежащем заливе Хартли. 26 марта 2006 года «Королева Севера» была обнаружена пилотируемым подводным аппаратом на глубине 427 метров. Когда паром был обнаружен с помощью подводного аппарата, 2 пропавших пассажиров на месте крушения не нашли. Компания BC Ferries завершила внутреннее расследование аварии, а Совет по безопасности на транспорте Канады провел отдельное расследование. 26 марта 2007 года компания BC Ferries опубликовала результаты своего расследования и возложила ответственность за аварию на человеческую ошибку, вызванную 3 членами экипажа. В частности, рулевой «Королевы Севера» Брайкер, которая находилась за штурвалом корабля, а также 2-й и 4-й помощники капитана корабля, отвечающие за навигацию. В редакционной статье Vancouver Sun о происшествии отмечает, что 2 дежурных членов экипажа парома, 2-й и 4-й помощники, отказались сотрудничать в ходе внутреннего расследования BC Ferries. Президент Ferries Дэвид Хан сомневался, что какая-либо новая информация будет получена в результате будущего дисциплинарного расследования из-за отказа от сотрудничества этих 2 офицеров, дежуривших в ночное время во время аварии. The Vancouver Sun заявляет, что отчет BC Ferries отвергает идею о том, что путаница в том, как использовать новое мостовое оборудование, установленное за месяц до крушения, имеет какое-либо отношение к затоплению. В отчете BC Ferries также подчеркивается роль 4-го офицера, который контролировал корабль из Синти-Пойнт, но не смог внести необходимую корректировку курса. Незадолго до крушения 4-й помощник крикнул рулевой, чтобы тот резко скорректировал курс, развернулся на 109 градусов и выключил автопилот. Но она, рулевая, заявила, не зная, где находится переключатель. В отчете BC Ferries ставится под сомнение обоснованность этих доказательств, поскольку автопилот отключается просто одним переключателем, и рулевой могла бы многократно управлять им. Капитан судна не счел за необходимым опубликовать заметку для штурманской команды о том, как пользоваться автопилотом и включить процедуры смены режимов. Было предоставлено доказательство того, что женщина за штурвалом не знала местонахождения корабля, когда взяла на себя наблюдение, или что паром вот-вот разобьется, пока она не увидела деревья. Она сказала, что ее попросили сделать только одно, может быть 2 небольших изменения курса по указанию 4-го офицера после того, как она начала свою смену, но это было до тех пор, пока судно не столкнулось с остров Гилл. Vancouver Sun цитирует более раннее сообщение Совета по безопасности, в котором говорилось, что экипаж мостика был сбит с толку тем, как использовать новый переключатель режимов рулевого управления, который, среди прочего, контролирует, находится ли судно на автопилоте или на ручном управлении, установленный в модификации в феврале 2006 года. 27 марта 2006 года Александр и Мария Котой подали иск против BC Ferries за халатность, утверждая, что компания не смогла должным образом обучить экипаж контролировать бригаду мостика, вести наблюдение, работать на безопасной скорости и провести эвакуацию, и предотвратить или свести к минимуму травмы. 24 апреля 2007 года компания BC Ferries уволила 3 членов экипажа «Королева Севера», которые находились на мостике, когда корабль столкнулся с островом Гилл и затонул. Компания BC Ferries утверждает, что эти 3 сотрудников не в полной мере сотрудничали со следователями. Членов экипажа парома представляет Британская Колумбия и профсоюз морских рабочих.
Профсоюз заявил, что обжалует увольнение.